Всем привет! Предлагаю вам связать вот такой трендовый укороченный жилет. Ну и начнем мы с пряжи. Я использовала Patterns Diploma. Метраж у этой пряжи 184 метра на 50 грамм, и в состав нити входят 55% шерсти. И также ангоровую нить фирмы Felpucci. Здесь в 50 граммах 500 метров. Я вязала в 2 нити, и поэтому мой метраж составил 210 метров в 100 граммах. На весь жилет у меня ушло 200 грамм, 130 грамм шерстяной нити и 70 грамм ангоры. Вязала я жилет на размер S, окружность груди 87 сантиметров. Длина жилета у меня составила 40 сантиметров, это после стирки, и ширина 44 сантиметра. Жилет я вязала по кругу. Я сначала провязала резинку, потом довязала по кругу до пройм, и отсюда уже отдельно вязала левую полочку, правую и спинку. После этого я выполнила плечевые швы и обвязывала горловину и проймы. Узор этого жилета вяжется очень просто, и раппорт состоит из 16 петель и 8 рядов. Как я рассчитывала количество набранных петель? Плотность моего вязания составляет 24 петли на 10 сантиметров. То есть в 1 сантиметре 2-4 петли. Окружность груди 87 сантиметров. Таким образом, нам нужно 87 сантиметров умножить на 2-4 петли, получаем 208 петель. А теперь нам нужно узнать, сколько раппортов помещается в эти 208 петель. Поэтому 208 делим на 16, это количество петель в раппорте, и получаем 13 раппортов. То есть 13 раппортов или 208 петель, плюс мне еще нужна одна соединительная петля, поэтому я набираю 209 петель. Итак, набираем 209 петель. Или же нужное вам нечетное количество петель. Проверяем все петли, чтобы не было перекрученных. И после этого соединяем вязание в круг. Снимаем петлю с левой спицы и протягиваем ее через петлю с правой спицы. И подтягиваем нить. И начинаем вязать первый ряд резинки. Обозначаем начало ряда маркером и вяжем резинку 1 на 1. Резинку я буду вязать способом с вытянутыми петлями. Так она получается ровнее. Первый ряд мы провязываем как обычно, чередуя лицевые и изнаночные петли. Мы заканчиваем первый ряд резинки. Последняя петля у нас должна оказаться изнаночной. Лицевая, изнаночная, конец ряда, и наша первая петля опять лицевая. С этого ряда мы провязываем следующим образом. Лицевые петли мы просто переснимаем. А изнаночные провязываем как обычно. Переснимаем нить за работой, изнаночную провязываем. Лицевую переснимаем нить за работой,
изнаночную провязываем. Таким образом вяжем до конца ряда. И вот таким образом, чередуя первый и второй ряд, вяжем резинку на нужную нам высоту. Первый ряд провязываем все петли, чередуя лицевые и изнаночные. Во втором ряду лицевые переснимаем, изнаночные провязываем. Я довязываю резинку, у меня это 16 ряд. У меня высота резинки получилась приблизительно 5 сантиметров. Итак, приступаем к первому ряду раппорта. Провязываем 6 лицевых петель. 2, 3, 4, 5, 6. Все петли мы провязываем за правую стенку. Изнаночные 2 петли. 1, 2, 6 лицевых, первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая и еще 2 изнаночные. Первая, вторая. Вот мы провязали первый раппорт, первый ряд первого раппорта. Вяжем так до конца ряда. Довязываю ряд до конца. В конце у меня 2 изнаночные петли. И приступаем ко второму ряду. Второй ряд мы провязываем по рисунку, точно так же, как и первый. 6 лицевых, 2 изнаночные, 6 лицевых, 2 изнаночные. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 изнаночные, 1, 2, 6 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 изнаночные. 1, 2. Опять 6 лицевых и так далее до конца ряда. Третий ряд. Провязываем 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 изнаночные. 1, 2. И здесь нам понадобится вспомогательная спица. Снимаем 3 петли и оставляем их перед работой. Провязываем 3 лицевые. 1, 2, 3. Одеваем петли, которые мы сняли, опять на спицу. И провязываем их лицевыми. 1, 2, 3. 2 изнаночные. Шесть лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 изнаночные. 3 петли снимаем на вспомогательную спицу перед работой.
Провязываем 3 лицевые. 1, 2, 3. Возвращаем 3 петли на левую спицу и провязываем их лицевыми. 1, 2, 3. И 2 изнаночные. Таким образом провязываем до конца ряда. С 4 по 8 ряд мы вяжем по рисунку 6 лицевых, 2 изнаночных, 6 лицевых, 2 изнаночных. Итак, я провязала 8 рядов, 1 раппорт в высоту. И вяжем до пройм на нужную высоту. Хочу еще поделиться с вами вот такой одной подсказкой, может быть, для тех, кто не так давно вяжет. Иногда можно сбиться со счета и не знать, в каком ряду мы находимся. Так вот, можно заново начать отсчет с 3-го ряда. Его хорошо видно по удлиненной петли. Вот она, это удлиненная петля. Вот она. Вот ее хорошо видно. Так вот, вот это 3-й ряд. Там, где мы делали перекрещение. Вот здесь тоже видно. И вот здесь. Вот, если это у нас 3-й ряд, то дальше идет 4-й, 5-й, 6-й, 7-й и 8-й. Итак, мы провязали 8 рядов. Итак, я провязала на нужную мне длину. Сейчас скажу вам в сантиметрах. У меня получилось примерно 20-21 сантиметр. Так, теперь нам нужно разделить вязание на 3 части. Спинка и 2 полочки. У меня на спицах 208 петель. Делим напополам, остается 104 петли на спинку и 104 петли на полочку. Полочку нам нужно разделить на 2 части. Но здесь есть вот один такой момент. Если я отсчитаю 52 петли ровно от начала ряда, то мой V-образный вырез сдвинется и не будет находиться ровно посередине вот этой лицевой дорожки. Поэтому, так как мне нужны 2 абсолютно симметричные полочки, я сдвигаю вязание на 1 петлю и переношу одну изнаночную последнюю петлю ряда уже к левой полочке. То есть я эту петлю последнюю изнаночную не довязываю. Вот здесь еще раз, вот на вот эту одну петлю я вязание как бы сдвинула, чтобы оказалась я ровно посередине лицевой глади. Может быть, если у вас другое количество раппортов, может быть, вам придется сдвинуться на 3 петли. То есть посмотрите, пожалуйста, главное, чтобы вы оказались посередине вот этой либо лицевой дорожки, либо посередине косички. И уже от этого отсчитывайте по сторонам ровное количество петель. Итак, у меня по 52 петли на правой и на левой полочке и 104 петли на спинке. Начинаем вязать левую полочку. В первом ряду мы делаем убавление только на пройме. Давайте еще раз посмотрим на схему. Мы убавляем сначала 4 петли, потом 3, 2, 1, 1 и 1. То есть в результате у нас 12 убавлений по проймам. На горловине убавляем в каждом втором ряду. В первом ряду мы делаем убавление только по пройме.
Итак, первый ряд мы делаем 4 убавления. Снимаем одну петлю, провязываем следующую и протягиваем ее через снятую. Одну петлю мы закрыли. Следующую провязываем, протягиваем через предыдущую. Закрыли 2 петли. Дальше провязываем одну, протягиваем ее через предыдущую, это 3 петли, и четвертую. Провязываем и протягиваем. Вот мы закрыли 4 петли. Дальше вяжем до маркера. Итак, мы довязываем первый ряд. Последняя петля, это будет наша кромочная петля, последняя петля перед маркером. Ее мы провязываем изнаночной. В этом первом ряду мы не делаем убавлений. Маркер теперь можно снять, у нас больше здесь не понадобится. Разворачиваем вязание и вяжем второй ряд по рисунку. И провязываем лицевые петли лицевыми, изнаночные изнаночными. Я довязываю второй ряд и после этого перенесу все петли спинки и второй полочки на дополнительные спицы, для того чтобы они мне не мешали. На рабочих спицах у меня осталась только левая полочка. И теперь сейчас будем вязать мы третий ряд и делать убавление и по пройме, и на горловине. Здесь нам нужно теперь убавить 3 петли. Итак, первую петлю снимаем, кромочную, следующую провязываем и протягиваем кромочную через провязанную. Первая петля убавили. Следующая провязываем и протягиваем через предыдущую. Это наша вторая петля. Третью провязываем как изнаночную, так как у нас она изнаночная, и протягиваем через предыдущую. Вот мы убавили 3 петли. Дальше вяжем по рисунку. Так как это у нас третий ряд, то не забываем сделать перехлест. Снимаем 3 петли, оставляем их перед работой, провязываем 3 лицевые, 1, 2, 3, возвращаем 3 петли снятые обратно на левую спицу и провязываем их лицевыми. Вяжем по рисунку до конца ряда, пока у нас не останется на спицах 3 петли. Так, у нас осталось на спицах 3 петли. Теперь нам нужно сделать убавление с наклоном вправо. Для этого
нам нужно сначала развернуть петли, чтобы они лежали правой стенкой к нам. Вводим спицу в обе петли слева направо, подхватываем рабочую нить и провязываем 2 петли вместе лицевой. Вот у нас получился наклон вправо. Последнюю кромочную провязываем изнаночной. Четвертый ряд вяжем по рисунку. В пятом ряду нам нужно убавить 2 петли. Итак, первая петля, первое убавление и второе. Дальше вяжем ряд по рисунку, пока у нас не останется 3 петли на спицах. Вот у нас остались 3 петли. Изнаночную петлю мы не разворачиваем, так как ее правая стенка смотрит и так на нас, а лицевую разворачиваем. И провязываем их 2 вместе. Лицевой, кромочная. Шестой ряд провязываем по рисунку. Седьмой ряд. Нам нужно сделать одно убавление, поэтому мы провязываем 2 петли как одну с наклоном вправо. То есть переснимаем петли, разворачиваем их, провязываем за правую стенку, вяжем дальше по рисунку. В конце ряда делаем убавку по горловине. Изнаночную петлю оставляем как есть, не переворачиваем, лицевую переворачиваем, изнаночную возвращаем и провязываем их вместе. Восьмой ряд вяжем по рисунку. В девятом ряду закрываем еще одну петлю. И в конце ряда, как обычно, закрываем одну петлю по горловине. Десятый ряд вяжем без изменений по рисунку. В 11 ряду нам нужно сделать убавление по пройме и по горловине. А также в этом ряду по рисунку у нас идет скрещивание. На первом жгуте мы уже скрещивание делать не будем, только убавление, а на последнем сделаем.
Итак, мы в конце 11 ряда. Здесь нам нужно сделать и перекрещение петель, и убавку. Итак, 3 петли снимаем, оставляем перед работой, 3 провязываем лицевыми. Одеваем опять 3 петли на спицу. И вот здесь нам нужно будет сделать убавление. 2 петли, вот эти вот последние, перед кромочной нужно убавить. Делаем это как обычно. Переворачиваем петли правой стенкой вперед и провязываем их вместе лицевой. Последняя кромочная. И вот мы сделали и убавление, и перехлест. Двенадцатый ряд вяжем по рисунку. В 13 ряду мы больше не делаем убавлений по пройме, только по горловине. Итак, в конце 13 ряда убавка по горловине. Теперь вяжем дальше самостоятельно, делая по одному убавлению в конце каждого лицевого ряда. И делаем это до тех пор, пока у нас на спицах не останется 21 петля. Итак, я провязала, делая убавление в каждом втором ряду. На спицах у меня 21 петля. В сантиметрах у меня получилось примерно 17 сантиметров. Теперь нам нужно провязать вверх на нужную нам высоту. Я провяжу примерно, наверное, сантиметров 5-6 еще. Вяжем по рисунку без убавлений. Я довязала на нужную мне высоту и пересняла все петли на булавку, так как мы будем закрывать швы крючком на открытых петлях. Пройма на рукав у меня получилась примерно 23 сантиметра в высоту. Вы можете провязать дальше, если вам этой высоты недостаточно. Приступаем к правой полочке. Начать ряд нужно в том же направлении, как если бы мы вязали дальше по кругу. Поэтому нить мы присоединяем в начале нашего V-образного выреза. Итак, присоединяем нить и вяжем первый ряд по рисунку до маркера. Итак, довязываем ряд, последняя петля кромочная, разворачиваем вязание. И теперь убавление по проймам мы будем делать в изнаночных рядах. Итак, это у нас второй ряд, и мы будем убавлять 4 петли. Кромочную снимаем, вторую провязываем изнаночной и протягиваем ее через кромочную. Первую петлю закрыли, вторая изнаночная, протягиваем через предыдущую, вторую петлю закрыли, третью и четвертую. Дальше вяжем по рисунку до конца ряда.
Итак, третий ряд, и мы делаем первое убавление по горловине. Мы его делаем с наклоном теперь влево, то есть мы провязываем петли так, как они лежат. Правая стенка у нас находится сзади, и мы подхватываем обе петли за правую стенку, за заднюю стенку в моем случае, потому что я вяжу бабушкиными петлями, и протягиваем рабочую нить. Дальше вяжем по рисунку до конца ряда. Это у нас третий ряд в раппорте, поэтому не забываем сделать перекрещение петель. В четвертом ряду нам нужно закрыть 3 петли. В пятом ряду делаем убавление с наклоном влево, кромочную снимаем, лицевую оставляем как есть, не переворачиваем, изнаночную переворачиваем, чтобы ее правая стенка оказалась сзади. Провязываем 2 петли за правую стенку и вяжем дальше по рисунку. В шестом ряду нам нужно убавить 2 петли. В седьмом, девятом и 11 рядах мы будем убавлять петли только в лицевых рядах, то есть одну в начале и одну в конце ряда. Итак, в начале ряда делаем убавление с наклоном влево, изнаночную переснимаем, стенкой правой назад и провязываем их вместе с лицевой. Дальше вяжем ряд до конца без изменений. И в конце ряда делаем убавление с наклоном вправо. Для этого нам нужно переснять петли, чтобы правые стенки оказались у нас впереди, и провязываем их вместе за переднюю стенку. Провязываем изнаночный ряд по рисунку. Это у нас 8 по счету. В 9 ряду делаем одно убавление с наклоном влево. И в конце ряда убавление с наклоном вправо.
10 изнаночный ряд вяжем по рисунку. Итак, мы находимся в 11 ряду. В нем нам нужно сделать и убавление, и перекрещение. Итак, начинаем с убавления. Провязываем 2 петли вместе с наклоном влево. И теперь нам нужно сделать перекрещение петель, но у нас их недостаточно. Что мы делаем? Мы переснимаем нашу только что провязанную петлю убавку и еще одну петлю с левой спицы и оставляем их обе перед работой. Теперь провязываем 3 лицевые и возвращаем эти 2 на левую спицу и провязываем их тоже лицевыми. Вот таким образом у нас получился не совсем полноценный, но жгут. Вяжем дальше по рисунку. Дальше самостоятельно вяжем и делаем убавление по горловине в каждом лицевом ряду с наклоном влево, пока на спицах не останется 21 петля. И потом провязываем еще на такую же высоту, как и левая полочка. У меня это 12 рядов. Итак, правая полочка готова. Я пересняла петли на булавку. В сантиметрах у меня пройма получилась примерно 23 сантиметра. Я заканчиваю первую часть видео. Во второй части мы будем вязать спинку, делать плечевые швы и обвязывать горловину и проймы.